Всем привет! Сегодня вы увидите самое крутое, сложное и масштабное видео на моем канале. На него ушло 4 дня съемок. И по сравнению с этим, огромный хот-дог, пицца, шаурма и Kinder Joy вовсе небольшие. А это огромный сэндвич, который весит, внимание, больше 200 килограмм. Поехали! Отправляемся в магазин за продуктами. Нам нужно много красного лука, помидоры 3 ящика, ящик салата, 2 ведра майонеза, куриное филе 8 пачек по 5 килограмм. 4 упаковки свиной корейки по 4 килограмма каждая. Также ведро кетчупа. Упаковка хрена и какой-нибудь острый соус. 5-килограммовая головка сыра. Мешок муки. Дрожжи. Килограмм соли и на кассу. За все эти продукты мы отдали 12,5 тысяч гривен. В рублях это 30 тысяч. Знаю, что многие мои подписчики хотят поиграть во что-то новенькое этим летом. Поэтому я нашел для вас игрушку, чтобы весело проводили время и ничего за это не платили. Это World of Tanks. Тут за 5 минут боя вы получаете больше эмоций, чем за час в реальной жизни. Мне так нравится ломать, взрывать и разрушать все на своем пути, что я залип и за один день выиграл 20 боев. Сможете побить мой рекорд? Ссылка с подарками для вас в описании. Присоединяйтесь. Вы могли подумать, что сейчас мы будем готовить, но нет. Для этого проекта нам нужна очень большая печка. Уже 2 месяца у нас идет стройка, и сейчас я вам о ней расскажу. У нас на участке был вот такой пустырь. Его мы и решили застроить. Для печки завезли кучу кирпича. Красный будет снаружи, а огнеупорный внутри. Также установили и покрасили основу для навеса. Поставили забор, расстелили газон, уложили плитку. А для фона сделали целую стену из деревянных пятачков. Посадили туи, в печке сделали дымарь. Установили двери с огнеупорным стеклом, провели свет и установили горелки. Закончили крышу и натянули под ней ткань, для того, чтобы свет лучше рассеивался. И в конечном итоге все это выглядит вот так. Согласитесь, получилось круто. И теперь на этой печке мы сможем удобно готовить большие блюда. Итак, начинаем готовить. Первое, что мы сделаем, это тесто. Ставим огромную сковородку на кирпичи, накрываем ее пленкой, после чего берем мешок, разрезаем его и высыпаем 40 килограмм муки. Наконец-то к начинке. Сначала расправимся с самым сложным – мясом. Берем 2 тазика, вспариваем вакуумные упаковки и пересыпаем мясо прямо в тазик. Для того, чтобы куриные филехи оставались сочными и быстрее прожаривались, надрезаем их с одной стороны и раскрываем, тем самым делая их в 2 раза тоньше. И перекладываем все это во второй тазик. На то, чтобы разрезать 40 килограмм курицы, мы потратили 2 часа.
Когда весь тазик заполнен, хорошо солим наши грудки и подливаем масло. И очень тщательно перемешиваем. С курицей разобрались, теперь свинина. Сверху на ней очень много жира, который мы естественно срезаем. При этом пытаемся повредить как можно меньше мяса. Также на куске есть еще одна мышца, которая просто сама отваливается, ее мы срезаем. После чего распускаем каждый кусок вдоль на полоски. Куски, которые получились толстыми, отбиваем. Все эти пласты раскладываем на стол. Хорошо их солим и смазываем маслом. Переворачиваем и с другой стороны повторяем все то же самое. Готово, но остается вопрос, на чем все эти куски жарить. А я вам отвечу, на вот таком большом гриле. Также нужно много углей. Чаша для розжига и вот такие восковые таблетки. Итак, как это работает? Открываем угли и наполняем ими чашу доверха. Затем берем восковую таблетку и поджигаем ее зажигалкой. Сверху ставим чашу. И за счет сильной тяги буквально минут через 10 получаем вот такие горячие угли. Открываем в гриле специальную секцию и высыпаем полмешка еще холодных углей, а затем горячие. Все это разравниваем и закладываем курицу. Обжариваем с каждой стороны буквально по 3 минуты. После чего перекладываем в гастроемкость. И как же это на самом деле долго? На обжарку всей курицы у нас ушло 5 часов. Мы заполняли сетку гриля более 20 раз. Итак, курица готова, закладываем свинину. Куски уже гораздо толще, поэтому накрываем их крышкой. И максимально открываем вентиляцию. Спустя 20 минут переворачиваем. Еще минут 10 и готово. Получается супер мягкая свинина. Закладываем следующую партию, и спустя 2 часа все мясо готово. Можно переходить к нарезке овощей. Первым возьмем красный лук. Открываем его. Разрезаем напополам. Срезаем хвостик и грязную часть корня. Снимаем шелуху и нарезаем полукольцами. Буквально 5 килограмм нарезанного лука нам хватит. Все помидоры мы переложили в один большой ящик. Берем помидор, разрезаем пополам. Ставим на плоскую его часть и нарезаем слайсами. И тоже все это сбрасываем в гастроемкость. Все помидоры нарезаны. Теперь берем нашу 5-килограммовую головку сыра. Разрезаем ее на 2 части. И снимаем пленку. Ставим на плоскую сторону и тоже нарезаем слайсами. Сыр, наверное, самый неудобный продукт для нарезки. Дело в том, что он супер вязкий, и любой, даже самый острый нож в нем застреет. Но тем не менее, спустя час все готово. И остается последнее, это соус. Для него мы берем 2 ведра майонеза, 1 ведро кетчупа, упаковка хрена и какой-нибудь острый соус наподобие табаско. Открываем ведра с майонезом и выливаем их в тазик. Далее открываем кетчуп и снимаем пленку. И его тоже добавляем. Выдавливаем пачку хрена. И последнее, открываем острый соус и выливаем половину бутылька. Остается только перемешать. Наконец-то, все продукты, которые нам будут нужны, готовы. Наконец-то можно собирать наш сэндвич. И делать это мы будем прямо на пленке. Самый нижний слой — это первый ломтик хлеба. Да, ломтик, который весит 70 килограмм. Затем мы смазываем его 15 литрами соуса. Следующий слой — это салат, просто берем и отрываем пучок. Ну и выкладываем поверх соуса. Далее выкладываем куски курицы. Раньше она весила 50 килограмм, но с учетом ужарки, я думаю, килограмм 40. 14 килограмм порезанных помидоров. Следующий слой будет из 5 килограмм сыра. Поверх сыра идет 5 килограмм нарезанного лука, красного лука. Рассыпаем его по поверхности. Поверх выкладываем большие куски свинины. Раньше они весили 16 килограмм, с учетом ужарки 12. Пустые места между мясом заполняем остатками курицы. Еще слой салата. Наш сэндвич почти готов, но огромный сэндвич — это сложно и дорого. А вот просто и главное бесплатно можно поиграть на огромном танке World of Tanks. Пойду сыграю в бой, хотите со мной? Игра веселая и очень быстро качается. Недавно танки очень сильно обновились. Играть теперь еще интереснее. Просто на своем компе перейди по секретной ссылке в описании. Зарегистрируйте свой аккаунт и вам дадут крутой подарок. Жду вас, я один не справлюсь.
И последний этап, за который мы переживали больше всего. Это перенести второй кусок хлеба поверх всей начинки так, чтобы она не развалилась. Медленно. Опа. Выше поднимайте еще. Камера села, да? Да. Поднимай выше еще. О. Опа, вытягиваем. И как же мы были рады, когда все получилось. Вам не передать это ощущение, когда делаешь что-то одно на протяжении 4 дней с утра до ночи, и оно наконец-то получается. Итак, мы почитали вес всех продуктов. И наш сэндвич весит, внимание, 233 килограмма. По-моему, это супер масштабно. Просто сравните меня и этот сэндвич. Мы его даже разрезали, но из-за столь большого веса раздвинуть его не получилось. В нем очень много начинки, и вся она супер вкусная. Я думаю, все понимают, что есть такой огромный сэндвич, как сэндвич, нереально. Большую часть мы раздали знакомым, и по ходу следующие 2 недели я буду питаться только этим сэндвичем. А если вы хотите продолжение таких масштабных видео, то ставьте лайки. Самое залайканное видео на моем канале — это видео с огромным хот-догом. 339 тысяч лайков. Здесь же мы отстроили специальную печку. Снимали 4 дня не досыпая и потратили очень много денег. Поэтому я считаю, что это видео должно быть первым на канале по количеству лайков. Как только вы побьете рекорд по лайкам, мы снимаем для вас новое видео из этой рубрики. Также не забывайте подписываться на канал и инстаграм. Всем пока! Ух ты. О, подпеватель. Бать, мы снимаем. А, да? Я забыл. Ну, вырежь, ладно. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running.